самом сердце Объединенных Арабских Эмиратов, где асфальт плавится от жары, а небоскребы стремятся к облакам, неожиданно разыгрывается сцена, больше подходящая для постапокалиптического фильма. На окраинах Дубая, прямо под палящим солнцем, в пыльных песках можно увидеть то, что кажется миражом — ряды брошенных роскошных автомобилей. Среди них Lamborghini, Ferrari, Bentley и даже редчайшая Ferrari Enzo, стоимость которой в свое время превышала $1 000 000. Эти машины не разбиты, не уничтожены, а просто забыты. Многие из них покрыты толстым слоем песка, как будто время специально решило скрыть эти шедевры автопрома от глаз мира. Почему же они оказались здесь? Все дело в суровых законах ОАЭ. Когда экспаты сталкиваются с финансовыми трудностями, особенно в кризисные годы, они часто покидают страну в спешке. Причина проста. За долги здесь предусмотрено уголовное наказание. Оставляя все, включая свои суперкары, они бегут. Иногда в буквальном смысле бросая ключи в замке зажигания. На стоянках у аэропорта можно найти не одну сотню подобных машин. Некоторые с записями на лобовом стекле «Извините». Есть история о британском бизнесмене, который оставил свою Ferrari 458 Italia и сбежал, узнав о готовящемся аресте. Его история одна из тысяч. А местные власти, обремененные бюрократией, годами не могут решить, что делать с этим кладбищем роскоши. Интересно, что происходит с этими автомобилями дальше. Некоторые уходят с молотка за копейки, другие стоят годами, пока металл не начинает сдавать под натиском песка и времени. Но не каждый автомобиль, забытый в песках, был оставлен по причине страха. Бывают и более странные поводы, о которых стоит рассказать. Тайна китайского кладбища суперкаров. В самом густонаселенном государстве планеты, где инновации встречаются с традициями, скрывается место, известное лишь немногим. На окраине одного китайского города, в тени густых деревьев, обнаружили десятки роскошных автомобилей, просто сгнивших на месте. Среди них Porsche Panamera, Maserati Gran Turismo, Aston Martin и даже редкие модели Maybach. Но как такие машины оказались в лесу без движения? Первыми тревогу забили местные блогеры, опубликовавшие снимки странного кладбища. Машины были покрыты мхом, листвой и плесенью. Внешне казалось, что их никто не трогал годами. Местные жители только пожимали плечами, рассказывая про конфискации. И действительно, позже выяснилось. Автомобили принадлежали чиновникам и бизнесменам, обвиненным в коррупции и экономических преступлениях. Пока длились судебные разбирательства, арестованные машины сгнивали без должного ухода. Некоторые из них оказались настолько редкими, что автомобильные коллекционеры по всему миру начали охоту на точные координаты этого места. Но правительство КНР держит ситуацию под контролем. Доступ к этим авто закрыт, а большинство дел остается без публичного финала. Почему государство не продает или не восстанавливает эти машины, остается загадкой. Возможно, ответ кроется в политике, но уничтожить символы роскоши тех, кто использовал власть в корыстных целях. Но это еще не самая шокирующая история о заброшенной роскоши. Королевская коллекция, оставленная гнить. Когда речь заходит о богатстве, сложно представить кого-то более экстравагантного, чем султан Брунея. Его имя обросло легендами, от позолоченных дворцов до самолетов с мраморными ваннами. Но мало кто знает, что часть его несметного автомобильного богатства была забыта. Речь идет о более чем 2000 автомобилей, многие из которых сегодня пылятся без движения. В этой коллекции эксклюзивные модели, которых больше нигде нет, специальные версии Ferrari, лимитированные McLaren, прототипы Aston Martin. Среди них Bugatti IB 10, редчайшая Bentley Dominator и множество других машин, каждая из которых могла бы украсить крупнейший автомузей. Причина заброшенности проста и абсурдна одновременно. Автомобилей стало слишком много. Часть машин оказалась в складских ангарах, другая — в полуразрушенных гаражах на окраине столицы. Без должного ухода они покрылись пылью, резина растрескалась, кожа в салоне начала разрушаться от влажности. На протяжении многих лет доступ к коллекции был ограничен, но благодаря сливавшимся в сеть фотографиям мир узнал: даже самые уникальные машины могут быть забыты. И в этом случае не деньги были причиной, а их избыток. Но бывает и так, что заброшенность автомобиля не связана с властью или богатством, а с куда более криминальными мотивами. Погребенный Феррари в Лос-Анджелесе. Однажды в конце 70-х в Лос-Анджелесе рабочие копали яму на заднем дворе жилого дома. То, что они обнаружили, поразило даже полицию. Из земли торчала крыша Феррари. Как оказалось, это была Ferrari Dino 246 GTS, редкая и дорогая модель даже по тем временам. Кто-то закопал ее целиком. Расследование показало, что автомобиль был якобы украден и застрахован на приличную сумму. Позже выяснилось, владельцы инсценировали кражу, чтобы получить страховку, а сами закопали машину у друга на участке. Прошло несколько лет, земля покрылась травой, и про Феррари забыли. Автомобиль извлекли из земли и, несмотря на коррозию и грязь, его восстановили. Сегодня эта машина жива, участвует в выставках и стала символом автомобильных афер.
Удивительно, но это не единичный случай. Есть автомобили, которые спрятаны не под землей, а в разваливающихся зданиях прямо в центре мегаполиса. Заброшенные Ламборгини в Чикаго. В одной из индустриальных зон Чикаго в полуразрушенном здании автомастерской случайно был найден покрытый пылью Ламборгини Мурсилаго. Владелец мастерской давно умер, наследников не было, а здание перешло под опеку города. Но когда новое поколение коммунальщиков решило обследовать имущество, внутри нашли машину, стоимость которой когда-то приближалась к 400 тысячам долларов. На первый взгляд все выглядело как настоящая находка века. Обшивка салона из алькантары, оригинальные диски без повреждений. Но радость длилась недолго. Эксперты определили, что это был Kit Car. Копия на базе Pontiac Fiero, идеально стилизованная под Lamborghini. Однако история не теряет ценности. Кто-то вложил годы и десятки тысяч долларов, чтобы создать фальшивый суперкар, а потом просто оставил его гнить в запертой мастерской. Но в следующей истории речь пойдет не о подделке, а о настоящих миллионах, спрятанных под слоем пыли. Французский амбар с сокровищами. На западе Франции в тени густого леса стоял ничем не примечательный старый амбар. Его владелец, скромный коллекционер по имени Роджер Бейлон, умер в конце 2000-х, не оставив о себе громкой памяти. Но после его смерти наследники решили продать недвижимость и открыли дверь в забытый автомобильный рай. Внутри, под слоем пыли и паутины, стояли более сотни автомобилей. Редчайших, антикварных, роскошных. В этой коллекции были Ferrari 250 GT California Spider, Talbot Lago, Bugatti Type 57, Maserati A6G и множество других моделей, каждая из которых могла бы быть жемчужиной любого автомобильного музея. Один лишь Ferrari 250 GT был продан на аукционе за более чем 15 миллионов долларов. Почему коллекция была забыта? Роджер в молодости начал собирать автомобили с мечтой создать частный музей. Но годы шли, средства истощались, и в какой-то момент он просто перестал за ними ухаживать. Амбар заперли. И только спустя десятилетия машины увидели дневной свет. Каждый из этих автомобилей нес в себе не только роскошь, но и отпечаток времени, став памятником человеческим мечтам и упущенным возможностям. Но как насчет машин, брошенных не из-за времени, а из-за упрямства и личных причуд? Миллионные машины в лесах Джорджии. Посреди леса в американском штате Джорджия находится одно из самых загадочных автомобильных кладбищ. Здесь среди деревьев и высокой травы ржавеют десятки классических автомобилей: Buick, Packard, Cadillac и даже Hudson Hornet. Некоторые из них производились в 30-х и 40-х годах. Настоящие реликвии эпохи, каждая стоимостью в десятки и сотни тысяч долларов на аукционах. Владелец этой коллекции, эксцентричный коллекционер по имени Уолтер, посвятил всю жизнь поиску и реставрации редких машин. Но в какой-то момент он решил просто оставить их в лесу. Он утверждал, что таким образом хочет соединить металл и природу, создать арт-объект. Уолтер отказывался продавать или отдавать машины, даже когда ему предлагали баснословные суммы. После его смерти наследники оказались в тупике. Большая часть автомобилей давно превратилась в груды ржавчины. Однако даже в таком состоянии коллекционеры приезжают посмотреть на это сюрреалистичное место, как в музей под открытым небом, только построенный без билетов и стен. Иногда, чтобы увидеть миллион, нужно просто заглянуть за деревья. Но в следующий раз мы откроем дверь особняка, который хранит свои секреты чуть тише. Брошенные BMW в особняке за 1,5 миллиона. В предместьях Торонто в тихом районе стоял особняк, оцененный в 1,5 миллиона долларов. Дом выглядел заброшенным: выгоревший газон, облупившаяся краска, разбитые окна. Но когда власти, обеспокоенные состоянием участка, вошли внутрь, они нашли нечто неожиданное. В гараже стояли два редких BMW, включая легендарный i34 M5. Один из автомобилей был покрыт слоем пыли, другой почти полностью зарос плесенью. В доме также нашли коллекцию виниловых пластинок, старинную мебель и десятки странных личных записей. Все это выглядело так, будто хозяин просто исчез. Позже выяснилось, что владелец дома эмигрировал и не сообщил ни друзьям, ни властям. Он просто оставил все: дом, мебель, машины. Причины его ухода до сих пор неизвестны. Но слухи ходят самые разные: от бегства, от долгов до душевных расстройств. Все это придает истории мистический оттенок, будто кто-то просто испарился, оставив за собой кусочек времени. Но иногда роскошь бросают не из-за страха или болезни, а из-за банальной лени. Кладбище суперкаров Беверли-Хиллз. Даже на солнечных улицах Беверли-Хиллз можно найти места, где миллионы лежат под пылью. Один из таких случаев — история с особняком, где во дворе были найдены Ferrari Testarossa, Rolls-Royce Corniche, Jaguar XJ220 и несколько других автомобилей. Все вот покрыты листьями, с осевшими колесами, некоторые с выбитыми окнами. Местные жители утверждали, что хозяин особняка — некий миллионер-одиночка, который был одержим коллекционированием. Но однажды он просто уехал. Без объявлений, без вывоза имущества. Годы спустя на дом подали в суд за неуплату налогов, и тогда стали известны детали.
Автомобили числились на компанию, давно не существующую. Продать их было юридически невозможно. Никто не мог даже зайти на участок без специального разрешения. Все это время они продолжали разрушаться. Тихо, без зрителей. Эти истории — напоминание о том, как легко потерять даже самые ценные вещи, если забыть о них всего на пару лет. Но есть машины, судьба которых оказалась в руках самой истории, когда производство остановилось, а потом забыли закрыть двери. Заброшенные Бугатти в Италии. На севере Италии, в регионе Эмилия-Романья, сохранилась старая промышленная зона, где когда-то располагалась одна из баз бренда Бугатти. В начале 2000-х компания использовала это здание как склад и демонстрационный зал. После реструктуризации бренда здание закрыли и забыли. Когда спустя годы туда проникли исследователи и энтузиасты, они обнаружили невероятное. В пыльных залах стояли недособранные корпуса Вейрон, элементы интерьера, колесные диски и даже частично готовые кузова. Все под толстым слоем грязи, покрытое паутиной. Поскольку здание принадлежало третьей стороне, юридически никто не мог тронуть эти остатки. Но фотографии просочились в интернет и стали вирусными. Сам бренд никак не комментировал находку. Автомобильные фанаты по всему миру спорили, действительно ли это остатки производства или хорошо организованная мистификация. Что бы это ни было, зрелище завораживало. Современные символы инженерного совершенства, покрытые пылью забвения. И это еще не самая странная локация, где можно найти ржавеющую роскошь. Заброшенные автомобили в лесах Европы. Где-то на границе Бельгии и Франции, затерянное в холмах, маленькое деревенское кладбище автомобилей долгое время было известным лишь среди местных жителей. Здесь, прямо посреди густого леса, прятались десятки старинных машин. Morris Minor, Volkswagen Beetle, Citroën DS и даже редкий Mercedes-Benz из довоенного периода. Все выглядело так, будто владельцы просто остановили машины и ушли. Навсегда. Местные легенды рассказывали, что это была импровизированная стоянка американских солдат после Второй мировой войны. Солдаты не могли вывести машины обратно и оставили их здесь. Однако позже выяснилось, что большинство автомобилей было привезено в лес уже в 60-х и 70-х. Местным утилизатором, который надеялся создать авторазбор или музей. Но идея провалилась, а автомобили остались гнить. Все это создало поразительное зрелище. Деревья прорастают сквозь кузова, ветви оплетают руль, мох покрывает капоты. Настоящая галерея забвения под открытым небом. И хотя большинство машин уже не подлежат восстановлению, каждый кадр с этого места как стоп-кадр из фильма о том, как история исчезает в тишине. Но еще более шокирующим может быть не то, что машины забыты, а то, что они скрыты. Внутри обыкновенного гаража заброшенные автомобили в гараже в Великобритании. В одном из тихих пригородов Лондона, на территории ничем не выделяющегося жилого квартала, долгие годы стоял заброшенный гараж. Его двери были заперты, окна завешены, а владельца никто не видел с начала 90-х. Соседи полагали, что гараж пуст. Все изменилось, когда городская служба конфисковала участок за неуплату налогов. Когда рабочие открыли двери, все замерли. Внутри стояли пыльные, но удивительно хорошо сохранившиеся классические автомобили, включая Aston Martin DB6, Bentley S3 и несколько Jaguar. Некоторые модели были покрыты только тонким слоем пыли, другие вот уже частично проржавели, но общая картина казалась сюрреалистичной. Позже выяснилось, владелец был автомобильным инженером, который собирал и реставрировал машины как хобби. Он умер в одиночестве, не оставив наследников, и гараж был просто забыт. Подобные находки редки, но не уникальны. Все чаще заброшенные гаражи становятся временными капсулами, хранящими невероятные сюрпризы. Но бывает и так, что забытый автопарк может скрываться не в Лондоне, а в каком-нибудь американском особняке. Заброшенные автомобили в особняке в США. В Пенсильвании среди холмов и заброшенных шоссе находился старый особняк в колониальном стиле. Его окна были забиты фанерой, а стены покрыты плесенью. Годы он стоял пустым, пока его не выкупила инвестиционная компания. И в момент обследования строения был сделан невероятный снимок. В подземном гараже под особняком стояли Cadillac Eldorado, Buick Riviera и даже DeLorean DMC-12, культовая машина из «Назад в будущее». Все автомобили были покрыты пылью и грибком, но не выглядели полностью уничтоженными. Оказалось, бывший владелец дома был коллекционером. После его банкротства в 90-х он оставил все имущество и исчез, избегая долгов и судебных тяжб. Гараж был закрыт и не открывался десятилетиями. Специалисты, осматривавшие особняк, утверждали, что помещение идеально защищало автомобили от влаги, поэтому их восстановление было возможным. История быстро разлетелась по интернету, и машины вскоре стали объектом жесткого аукциона среди коллекционеров. Но не все автомобили попадают в такие уютные укрытия. Некоторые остаются один на один с дикой природой.
Заброшенные автомобили в лесах Канады. На севере провинции Онтарио, где зима длится большую часть года, среди заснеженных лесов была обнаружена одна из самых необычных коллекций автомобилей. Здесь прямо между деревьями и зарослями кустарника стояли десятки классических машин: Chevrolet Bel Air, Ford Thunderbird, Dodge Charger. Их кузовы были покрыты мхом, стекло трескалось от мороза, но многие детали сохранились удивительно хорошо. Первоначально считалось, что это дело рук энтузиаста, который хотел создать лесной музей. Но позже выяснилось, хозяин земли использовал территорию как хранилище, куда постепенно стаскивал машины из разных мест. После его внезапной смерти все осталось как есть. Местные считают это место проклятым. Говорят, что ночью в тумане можно услышать скрип открывающихся дверей и запах старого бензина. Фактически это уникальный открытый музей, который не нуждается в билетах, но каждый визит как путешествие во времени. Однако, пожалуй, самой суровой судьбе подверглись автомобили, оставленные среди сухих песков и палящего солнца. Заброшенные автомобили в пустынях Австралии. Австралийская глубинка хранит немало загадок. Одна из них — забытые автомобили, ржавеющие посреди пустынь. В районе к северу от Алис-Спрингс были обнаружены десятки заброшенных Holden, Ford Falcon и даже импортных моделей вроде Mercedes-Benz и Alfa Romeo. Все разбросаны по территории старого шахтерского поселения. Когда-то здесь кипела жизнь, добыча, временные рабочие, активная логистика, но с закрытием шахт население ушло, оставив машины прямо на песке. Из-за климата ржавчина быстро поедала металл, а колеса тонули в песке. Некоторые автомобили наполовину засыпаны дюнами, другие облуплены до неузнаваемости. Австралийские исследователи часто сталкиваются с такими могилами техники. Это мрачные памятники эпохи, когда все бросали, как только исчезала выгода. И, пожалуй, именно эти истории о самом дорогом металле, который оказался никому не нужным, наглядно показывают, даже миллионы под капотом не спасают от забвения. Финал этих 15 историй объединяет одно: никакие деньги, бренды или амбиции не защищают от времени и равнодушия. Заброшенные машины становятся не просто металлоломом, а немыми свидетелями человеческих страстей, ошибок и забытых надежд.